В советской песне, исполненной Марком Бернесом, есть такие слова: «С чего начинается Родина?» Так просто и честно задается вопрос о доме и историях, с ним связанных. Место, сохранившее самые теплые воспоминания моего детства, это дом бабушки. Небольшой поселок Локоть, основанный в XVIII веке, ставший экономическим центром в XX. Он пережил царское правление, революцию, а позже немецких военных, организовавших здесь Локотскую автономию. Сегодня я расскажу историю моей родины. Любая страна начинается со столицы, жемчужины в короне императора. Современная Москва – город больших возможностей и сотен тысяч искателей. Это город светящихся огней, смотрящих по сторонам туристов, артистов, художников и поэтов. Город контрастов, сочетающий в себе богатство и трудности на пути к лучшей жизни. Перед Новым годом все приезжают полюбоваться огнями и атрибутами советского прошлого в центре города. Мы с сестрой провели незабываемые выходные, гуляя по ярмаркам и светящимся улицам. Государственный универсальный магазин – символ витрины страны во времена СССР и ставший элитным торговым центром в 90-е. По сей день здесь можно купить культовый стаканчик мороженого, который изготавливают здесь же с 1954 года. В России Новый год наступает в ночь с 31 декабря на 1 января. Вся страна собирается, чтобы послушать речь президента и услышать бой курантов. И все же, чтобы увидеть настоящую русскую зиму, стоит уехать из города в деревню. Когда приходят первые морозы и перед тем, как выпал снег, наступает самое благодатное время для катания на коньках по замерзшему озеру. Надев шерстяные носки и термоодежду, счастливые жители провинции выходят, чтобы открыть сезон катания. Солнце слепит глаза, а под лезвиями тихонько поет едва схватившийся лед. Мороз щиплет щеки и заставляет нос покраснеть. Я здесь совсем одна. Можно ехать в любой уголок, слушать музыку и просто улыбаться. Это она, настоящая свобода. Настоящая русская зима выглядит вот так. Настоящая русская зима. Так, вот такие вот забавы. Катаемся на озере, на замерзшем, около дома. Так, развлекаем себя. Уже много лет я путешествую и приезжаю на родину лишь в новогодние праздники и летние каникулы. Последние годы Новый год приходил, не принося долгожданного снега. Однако в этом году мы смогли ощутить настоящее новогоднее чудо. На подъезде нас ожидали 3 всадника. В наступающем году лошади встретить 3 лошадей у порога действительно хороший знак. Но чтобы примета работала лучше, можно немного прокатиться. Главный символ русской зимы – настоящая русская баня. В старину баня считалась местом очищения не только тела, но и души.
Здесь смывали усталость, болезни и тяжесть трудового дня. Баню топят по старым традициям – дровами. Часто это березовые поленья, кору с которых используют для розжига. Дубовыми или березовыми вениками разгоняют кровь, укрепляют здоровье и наполняют тело живым теплом. Моются здесь же, не выпуская пара, и используют воду из маленьких кранов у печки. Перед Новым годом мы вышли, чтобы погулять с собаками. Начинающаяся метель напомнила мне кадры любимого новогоднего фильма всей страны «Ирония судьбы» или «С легким паром». Заметенные улицы, теплые огни и предвкушение самого семейного праздника. Необыкновенно. Перед наступлением полуночи все садятся за стол, чтобы поесть приготовленные салаты и традиционные блюда. Часто это оливье, селедка под шубой, холодец, картошка, запеченное мясо и другие изыски. Под бой курантов все выпивают шампанское и загадывают желания, надеясь, что перевернутая страница календаря изменит весь предстоящий год. Ура! С Новым годом! Так, сейчас Максим. А где еще? Я еще. Загадывайте все желания. Когда каникулы остаются позади, жители используют оставшиеся дни отпуска, чтобы в тишине заняться подледной рыбалкой и поймать пару окуней. Встречаются с друзьями, водят детей в кино или, как я, приезжают на конюшню. История этого места началась в конце XIX века, когда великий князь Михаил Александрович Романов решил основать здесь конный завод для разведения породистых лошадей для императорского двора. На данный момент поголовье насчитывает несколько сотен лошадей, многие из которых заслуживают награды на скачках по всей России. Ну а мы в любой момент можем полюбоваться ими и покормить сахаром. Сложно ли понять широту русской души, о которой когда-то писали классики? Или в вечно спешащем мире мы давно начали забывать свои корни? На берегах какого места вы когда-то сказали свои первые слова? Сделали неловкие шаги, испытали первую любовь или чувствовали утренний запах свежеиспеченных блинов? Мы рождаемся под шум машин, стрекотание цикад и шелест падающих листьев. И если Родина хранит то светлое, с чего каждый из нас начинает свой путь, значит ли это, что дом – это место, где мы впервые ощутили счастье? А может быть, дом – это место, где мы счастливы сейчас? Кто знает. Я просто иду вперед. До новых встреч!